Привет всем, друзья! Вы зашли на канал «Замуж в Индию». Сейчас вы вместе с нами посетите очень необычную семью даже для жителей Индии. Вы знаете, что в Индии проживает огромное количество народов, огромное количество каст, общин. И, естественно, каждый имеет свои какие-то традиции, порой необычные, порой шокирующие, удивляющие или забавляющие. Ну и вот, собственно, об этом сегодня видео. Вот эта вот женщина, ее зовут Кампла, хочет забрать последнего щенка, а мы хотели его оставить себе. Это девочка, мы уже с Артуром имя дали, Люся, на индийский манер Люси. О, смотрите, проверяет. Может, она еще и не заберет, но я сильно не расстроюсь, если она не заберет. Девочка. Люся, Люся, Люсенька. Пока что она еще недовольная чем-то. Что? А, ну не хочет, не надо. Говорит, я хотела, чтобы это был щенок мужского рода. Уходит, еще и рассердилась, так машет руками, надумала, что это кобель, а это сучка. Ну ладно, окей, Парам, let's go. Нам некогда. Значит, друзья, многие зрители моего канала, конечно же, заметили и знают, что в индуизме огромное количество ритуалов, пудж, обрядов. И есть в индуизме 16 важнейших обрядов, церемоний, которые нужно провести в различные периоды жизни. Они называются санскары, 16 санскар. Так вот, самая первая санскара, которая проводится до зачатия, после того, как пара поженилась, естественно, по индуистским традициям, проводится этот обряд. И потом уже, когда ребенок находится в чреве матери, там в 3 месяца, в 4 месяца проводятся тоже различные обряды. А потом уже, когда ребенок родился, я не буду все перечислять, значит, когда ребенок рождается, в конце 1-го года жизни, возможно, до 3 лет, но максимум до 7 лет нужно провести очень важную церемонию. Называется мундама. Да, Парам? Мундама. But we not made for Arthur мундама. Эту важнейшую церемонию Парам, естественно, хотел провести, провести над нашим ребенком. Да, я тогда расплакалась, Парам говорит, что, значит, эта церемония заключается в том, что ребенку нужно полностью сбрить волосы на голове, полностью сбрить. И когда я увидела этого священнослужителя, который должен был взять в руки лезвие, бритву опасную, и побрить ею моего сына, я расплакалась. Я сказала, ни за что. Мы тогда были у Парама на родине, в его там фамильном храме. Он очень хотел именно там провести эту церемонию, но, естественно, его там кто-то с нами был. Возможно, его брат, возможно, отец или мама. Они тоже настаивали на этом, но Парам сжалился, увидя мои слезы, он сказал, ладно, не надо. Ну, в общем, тому мужчине я бы даже не дала овцу побрить, подстричь. Не то, что сына, родного ребенка. Не внушал он доверия, мягко говоря. Вот. Избежал этой важнейшей церемонии. Я чуть позже вам подробнее расскажу, что это за церемония, для чего она нужна. Парам специально с этими людьми знакомился ради меня, ради вас, мои дорогие зрители. Ну и пока мы идем, буду показывать наш материал. Многие пишут в комментариях, Наташа, почему ты показываешь нам только рядом со своим отелем, только станцию. Be careful there. The machine all. Значит, в основном здесь живут местные жители, никаких здесь отелей, номеров нет. Чем и интереснее, да, обследовать этот район. Видите, здесь ремонт, я так понимаю, канализацию здесь устанавливают. Да, мы, пару лет назад мы подарили им... Хорошо. Подарили им попугая, но они отдали родственнице, сестре. Окей, good.
У попугая очень интересная жизнь. Сначала его в Мумбаи родили, потом его Арадия купила. Мама Арадии сказала, что не нужны нам попугаи, и она избавилась от попугаев. Два было попугая плюс клетка. Отдала нам, Артуру. Но нам как бы тоже столько много не нужно. И мы подарили одного из попугаев этим людям. Вместе с клеткой, кстати. И теперь, видите, опять попугай переехал в другую квартиру. А вот женщина увидела нас, увидела, что мы снимаем видео, и приглашает к себе домой показать сад. Говорит, хочу показать вам свой сад, который она сама посадила. Вот это вот называется сад уже, видите. Кстати, мне недавно зрители писали в комментариях: Наташа, показывай, как вот у вас высаживают цветы рядом с домом, какие растения. Какая прелесть. Monkey not it? Не? Oh, very good. We must also put like that. Бугенвилия. Можно даже у этой женщины попросить росточки, и чтобы она рассказала, как сажать, когда лучше сажать и куда. Good. Super. You must get information with she. We also put like this. Женщина стесняется, она только предложила свои цветы, свои растения заснять, а сама не хочет. Видимо, не готова еще с утра. Сейчас у нас утро, 10 часов. 10 часов утра. Именно на это время нас пригласили эти люди, напоминаю, которые совершают очень необычный, thank you, обряд, необычную церемонию. Вот, кстати, в этом доме живет мужчина, который продал нам печку. Сан, да? Сан? Hi. С женой он развелся, живет вдвоем с сыном. То многие зрители спрашивали в комментариях, не пожалел он. Нет, не пожалел, мы его периодически видим, все в порядке, он рад, что удалось продать ненужную вещь. Бывает такое, что я сама могу что-то купить в порыве, а потом окажется, что это совсем ненужная вещь. И, возможно, у них так было. Думали, будут готовить с сыном пиццы, горячие бутерброды, но в итоге этого не случилось. И эта печь только занимала место. Так, ну, собственно, вот здесь, в этом доме, живут эти люди, которых мы сейчас с вами посетим. Я надеюсь, что они дома и не спят, и ничем не заняты. Значит, они родом из штата Гуджарат и относятся к общине, к той общине, которая убирает улицы. В основном здесь и проживают люди, представители этой общины. Видите, какая милая девчонка. Но нет, друзья, это не девочка, это мальчик, взрослый мальчик с длинными волосами роскошными. Так вот, друзья, знакомьтесь, это Джей, ему 8 лет. 8 лет этому мальчику. И почему-то, вот мы хотим сейчас узнать, почему ему не провели обряд, почему его не побрили до 3 лет, но максимум до 7 лет, а ему уже 8. И когда собираются это сделать? Классно, спасибо большое. Я попросила, чтобы показали длину. Значит, ни разу в жизни мальчику волосы не подстригали. 8 лет. 8 лет он растил вот эту вот роскошную шевелюру. Ого! Я думаю, любая девчонка позавидует. Мало того, что густые, роскошные, никакой тут нигде не секутся. Ача. How they care? Мама ухаживает, да, за волосами, помогает мыть, естественно, шампунями, бальзамами, масло, coconut oil, да? Coconut oil. А ну еще раз я покажу, какая длина. How this long? Вот. О, боже мой, до коленок. До коленок. Вот это да, круто. Супер. Вот, и они хотят принести эти волосы в жертву
вот этому вот божеству. Вот божеству. В индуизме огромное количество божеств. Вот маленький, посмотрите, какой он был. Как, what's name? Вот Парам даже не знает, что это за... Мелодима. Деви. Мелдима. Мелдима. Окей. В следующем году. Это непростая церемония, на нее понадобится довольно-таки много средств. И говорят, что собирались провести эту церемонию в этом году, но у них какие-то были другие затраты, поэтому вот они решили перенести и подкопить денег уже к следующему году. Вот так вот. Я сейчас поинтересовалась, а что же они будут делать с волосами? Ну, понятно, я уже сказала, что это как подношение божеству, как жертвоприношение, как дар. Но вот что, как конкретно они хотят преподнести? What they do with hair, Парам? Воду, то есть они, получается, через реку. Река находится возле храма индуистского, и, собственно, туда они эти волосы и положат. Не, река унесет. Такие вот роскошные волосы. Дипика, так зовут маму Джея, так вот она после того, как вышла замуж, в течение 2,5 лет не могла забеременеть по каким-то неизвестным причинам. В основном все сразу же после замужества в первый год рожают детей, а у нее не получалось. И она пообещала божеству, что если ей удастся забеременеть, и если родится мальчик, тогда вот он будет носить длинные волосы до 8 лет. Я еще спросила, как в школе. Он, кстати, ходит в ту же школу, что и Артур, но вот они уезжали к себе на родину, в Гуджарат, и какое-то время он пропустил. Вот сейчас он пропускает школу. Я говорю, как вообще принципал, как наша строгая директриса реагирует на такое? Ну, говорит, да, она делала замечания, пришлось объяснять. И дети тоже иногда дразнят все-таки. Все-таки, друзья, вы говорили, писали в комментариях, что у сикхов положено по традиции длинные волосы практически все мужчины. Но у нас сикхов в Матаране нет, и многие даже и не знают про эту религию особо. У нас строгая школа католическая, и там вот даже Артуру каждый день почти делают замечание, что тебе пора подстригаться. He is bigger than you. Hey, how? Да, и very love this hair, да? Он гордится тем, что у него такие длинные волосы. Я думала, что он ждет, не дождется, когда уже поскорее совершат над ним эту церемонию. Раньше у меня были очень густые волосы до пандемии, в 2 раза больше волос у меня, но реально даже голова иногда болела от гули. Может, не до такой степени много волос у меня было, но примерно. Это не так-то просто, девочки, носить такую шевелюру на голове. Все, мы попрощались с матерью, попрощались с ребенком, а это вот отец семейства. Пришел на перерыв домой. Он работает у нас в Матаране в одном из отелей. И вот еще знакомлю вас, это Шайлеш Бай, я вам, кстати, его уже показывала, уже знакомила вас с ним, с этим мужчиной. Он 2 раза был женат, Шайлеш Чаван. Этот именно мужчина продал нам печку. И он решил познакомить нас со своими детьми. Сына я уже вам показала тогда на крыше. Оказывается, у него есть еще дочка. 2 раза он был женат. Первая жена умерла от болезни, а вторая жена ушла от него, развелась, дала развод, потому что он выпивает. Вот смотрите, сейчас у нас 10-11 часов утра, а от него уже запах спиртного изо рта. Oh, hi, your daughter. А, мы и не знали, да. Я думаю, мы же ее встретили по дороге, эта женщина. И даже не знали, что это его дочь. Ну, она взрослая и уже вышла замуж. И у нее вот муж, 2 детей. Дети тоже ходят в школу. Кстати, уже вернулись. Maybe Arthur also come back from school. These children from Arthur school. Уже вернулись. Надо бежать, а то Артур вернулся, а нас нет. Ну, хорошо. Окей, thank you, bye. Она не очень хочет сниматься. Да, так вот, ну, жена от него, скорее всего, ушла из-за того, что он выпивает.
Да, если даже в такое раннее время от него попахивает алкоголем, значит, он не любитель, а, как говорится, профессионал этого дела. Пагубная привычка у него есть. Вот, и еще, что он интересное нам рассказал, оказывается, его семья, получается, это уже, ну, его дети, это уже 8-е поколение жителей нашего поселка Матаран. Многие приезжие, ну, мы вообще, да, приезжие. Вот мы сейчас были в гостях, те с Гуджарата, получается, переехали, переселились. А 8 поколений, это, получается, его там пра-пра-пра-пра-пра уже жили здесь, ну, чуть ли не как это, коренные жители Матарана. Британцы вообще нашли, открыли этот поселок, ну, не поселок, тут ничего вообще не было в то время. Открыли это место. Ну и, скорее всего, вот его там прапрапрадеды работали на британцев. И вот так вот они укоренились здесь. Сейчас давайте я его вам покажу ближе. Вот он не жалеет, что продал нам печку, так что не волнуйтесь. Насчет этого все в порядке. Okay, thank you. Парам, we must go faster to Артур come back. Afraid. Артур испугается, придет домой, а никого дома нет. Что случилось? Слушайте, мы тогда дома не скоро доберемся. Вот женщина нас опять позвала, говорит, снимите, пожалуйста, на видео мои растения, которые возле дома в горшках. Значит, вот это вот называется халди кум-кум. Смотрите, какие необычные листья. Как будто бы кисточкой побрызгали на них. И называется халди кум-кум. Очень красиво. Действительно кажется, что это не живое. Но это живое растение. Халди кум-кум – это церемония в индуизме. Женщины собираются и друг друга одаривают подарками и наносят кум-кум на лоб. Ну и видите, вот так вот растение называется. Что тут еще? Панда. Вот это вот пан. Эти листики можно есть, заворачивается туда, ну как, скажем, курительные смеси. Вот это вот snake plant. Но у нас тоже такое росло, уже не растет, там сейчас ресепшн. Что много интересных. Это тулси, да? No. Нет, не тулси. А, я обозналась. Значит, вот тулси. Точно. Точно. Тулси – это священное растение, но и также можно из тулси чай готовить. Rose, that one. Розы, да, но сейчас не цветет. This white one, small, good smell. Угу. That one. Сейчас не все цветут. Lemon tree, Лемон три, лимонное дерево, жасмин. Вот это вот как называется? Ибискус или? А? Как? What is his name? Значит, это растение пахнет по ночам. Sweet? Sweet taste? Сладкое. Wait. Really? Да. No? No, my God. Парам так удивляется. Но у нас, кто меня смотрит из 90-х, согласятся со мной, что мы в детстве столько растений пробовали. Очень много растений. Щавель и, господи, ну не могу сейчас вспомнить. А Парам как будто бы не в деревне рос. Я городская, и то много всего перепробовала. Thank you, bye. Артур вернулся со школы, уже переоделся, и мы сейчас находимся в парикмахерской. Артур, сейчас будем тебя наголо брить. Ты готов? Будем проводить важный индуистский ритуал, называется мундана. Хочешь, Артур, чтобы я тебя на лысо побрил? Это, ну, я, кстати, сейчас и тебе, и зрителям расскажу, для чего это делается. Значит, считается, что ребенок рождается с волосами. Ну, в Индии, в принципе, да, все дети рождаются с волосами. У нас, кстати, не все, некоторые рождаются лысенькими. Ну, я думаю, что индийцы все с волосами. И вот считается, что на вот этих вот волосах какая-то негативная энергия из прошлых жизней. Поэтому очень важно провести вот это вот таинство. Чаще всего его проводят в конце года. Еще такой вариант до 3 лет. И иногда, в принципе, можно до 7 лет. Так что, Артур, расслабься, ты уже все. Ты уже проехал. Тебе уже 9 лет, поэтому тебя просто подстрижем.
Ну, какую-то радость хотя бы изобрази, Артур. Я тебя, кстати, спасла. Папа очень хотел тебя побрить, когда тебе было годика 2. Я точно не помню, но маленький был. И я уберегла тебя. Ты отделался только тем, что тебя там отстригли пару волосин, пару пучков. Сынок, еще кое-что хочу у тебя спросить по поводу мальчика. Мы сегодня были в гостях у мальчика, которого зовут Джей. Он учится у вас в школе в 3 классе. У него длинные волосы с гулькой. Знаешь его, да? Да. Ну и что ты можешь о нем сказать? Да ничего, он не общительный. Говорит, не особо общительный мой. Ну да, я заметила, что он скромный, немного застенчивый, поэтому Артур ничего особо о нем сказать не может. Но в принципе он, так как к нему другие дети хорошо относятся, не обижают. Ну и слава Богу. Джидубай включил свет, надо было раньше. Куда побежал? Куда? Так что, друзья, если во все это верить, то получается, что Джей до сих пор носит у себя на голове негативную энергию из прошлых жизней. Я, конечно, во все это особо не верю, тогда и Артур носит у себя на голове, и я тоже ношу, меня не брили никогда, хотя у нас тоже, да, это принято. И да, вот такой вот момент, что не только для того, чтобы избавиться от негативной энергии, также бреют детей, чтобы волосы хорошо росли. У нас, да, тоже так считают. У меня подружка, которую брили, у нее, я помню, фотография мне показывала, где ей там годика 2, и она лысая совершенно. Но в итоге у меня волосы более густые, чем у нее. Ну, я в это не верю. Я считаю, что это как-то генетически, скорее всего, в первую очередь передается. Но здесь очень-очень-очень в это верю. Например, Приянка свою малышку несколько раз даже побрила. Первый раз как ритуал, и потом еще сбривала, говорит, хочет, чтобы у нее были очень густые волосы. Я читала об этом информацию, и объясняется это тем, что у детей сначала вырастает пушок, потом постепенно там пробиваются плотные волосы, и чтобы все это равномерно было, тогда сбривают. То есть и получается, что уже более густые, визуально кажется, что волосы густые и одной длины. Чисто вот так вот можно объяснить. Джимми. Наш верный пес всегда за нами ходит. Вот, и я часто ищу информацию на индийских форумах, читаю мнение индийцев, и к какому выводу я пришла. Значит, вот эти вот все ритуалы совершают до сих пор вот так вот настойчиво, вот так вот фанатично. В основном те, кто живут в деревне, те, кто живут попроще, а те, кто живут в городах, более образованные индийцы, индуисты, уже как-то пересматривают все это, адаптируют все эти обычаи под современный мир. Писания эти, веды, древние, и, соответственно, мир тогда был другим. И многое сейчас в современном мире уже не актуально, скажем так. И даже вот по поводу бритья головы, бритья волос. Тоже там многие высказывают свое мнение, что это уже как пережитки прошлого. То есть они понимают глубокий смысл всех этих таинств. Они исполняют все это так точностью, так как написано было там огромное количество лет назад. Улыбнись, Котя. Покажись, покрутись, покрасуйся. Мне очень нравится. Супер. Слушайте, мне даже обидно. Я своего ребенка, естественно, и мужа тоже кормлю такими изысканными блюдами. Выготавливаю. Прямо ресторанная кухня. Вчера, например, я приготовила для Артура, испекла тонкие блины, сделала начинку из креветок и сыра. Очень вкусно. Но, посмотрите, этот человек изъявил желание поесть фастфуд. И остановились мы в этом ресторанчике, и он заказал пиццу. Артур, неужели это вкуснее, чем то, что мама тебе готовит, а? Конечно, твое. Конечно, мое. Это ты так ответил, чтобы я не ругалась. Пора мне есть. Он равнодушен к такой еде. Ему главное рис, дал, сабджи, роти. А это не еда. Пора у нас зожник за здоровое питание.
Учись, с кого надо. Ну, я, честно говоря, тоже, да, люблю такое. Но как-то я себе внушила, что это не очень полезно, поэтому очень редко я таким питаюсь. Ну, а так вообще, видите, заведение пользуется популярностью. Как, впрочем, наверное, и везде, не только в Индии. Фастфуд это мега популярно. Что-то такое интересное готовится. А мы с Парамом решили побаловать себя панипури. И вот обратите, пожалуйста, внимание, у этого мужчины, продавца панипури, какой аппетитный ноготочек. Тут, знаете, мне аж как-то немного перехотелось есть эти панипури. Сейчас. Им удобно, вот сейчас я вам покажу. Этим ногтем очень удобно вскрывать эти ракушки. Вы представляете? То есть это уже не хобби. Я вам недавно показывала другого мужчину, который ради хобби отращивает. А это, можно сказать, и рабочий инструмент. Классно, да? Зашли на обратном пути на рынок, нужно кое-что по продуктам купить. И вот посмотрите, устроили здесь целое пастбище. Луг. На лугу пасутся коровы, только травы не видно. Коровы, быки огромные. Мне даже, честно говоря, страшно рядом стоять. Я хотела подойти поближе, показать вам самого большого, огромного быка. Вот он. Ой, боже мой. Артур, ты где? Аккуратно, смотри. Подвинул, посмотрите, корову. Говорит, вставай, пора идти дальше. Так как это овощной рынок, здесь отходы, то, что не раскупили, то, что подвяло. И вот, собственно, этим они здесь лакомятся. На корову попали. Ну, кстати, довольно-таки упитанные, да? У нас в Матаране довольно-таки упитанные коровы. Их кормят, а у них есть приют. И, кроме того, особенно сейчас, в сезон дождей, и трава тоже растет. Они гуляют где хотят, но вот почему-то вот предпочитают какое-то время проводить на рынке. Здесь попастись им нравится. Вот, посмотрите, сейчас другую коровку тоже поднял. Что-то там понюхал. Какие огромные рога, боже мой. Я раньше таких огромных зверей видела только в зоопарке. А тут стою, и прямо рядом со мной. Вот можно даже подойти, потрогать, если сильно захочется. Но... Ой, боже, что это такое? Что за безобразие, а? Чем вы занимаетесь? Где папа? Где папа, не знаю. Все, больше некого поднимать с места. Наверное, больше некого. Все, идем. Парам говорит, я не знаю, что ты будешь готовить. Говорит, я первый раз вижу, что ты покупаешь. Вообще обратила внимание, еще собралась покупать зеленую папайю. Я на самом деле сама не знаю, что я собираюсь из этого приготовить. Найду в интернете. Я знаю, что очень вкусный салат готовят из зеленой папайи. Ну все, мои дорогие зрители, надеюсь, вам понравилась тема сегодняшнего видео, так что не забываем ставить лайки, подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Всех люблю, целую, крепко обнимаю, до скорых новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.